Ты слушаешь Радио Мария. Первого февраля прямой эфир главных новостей Израиля на Радио Мария. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу 31 января вечером выступил с заявлением, цитирую: «В СМИ много шума вокруг попыток добиться освобождения большого количества заложников. Поэтому я хотел бы ответить, мы работаем над созданием других рамок для освобождения пленников, но я еще раз подчеркиваю, освобождение не любой ценой. У нас есть красные линии, мы не закончим войну, мы не выведем Цааль из сектора Газа, мы не освободим тысячи террористов». Премьер-министр говорит, что помимо работы по освобождению заложников, Израиль работает над достижением других своих целей в этой войне – ликвидации Хамаса и обеспечения того, что Газа никогда больше не будет представлять угрозу еврейскому государству. Мы работаем над всеми тремя целями и не откажемся от них. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил семьям, чьи родные были похищены, что он не согласится на сделку по освобождению пленников, если это будет представлять угрозу безопасности Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньягу. Главные новости Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу в среду 31 января встретился с делегацией послов при ООН во главе с послом Израиля в ООН Гиладом Эрданом. «Добро пожаловать», — говорит Нетаньягу. «Я рад, что вы пришли увидеть своими глазами и услышать своими ушами свидетельства резни Хамас. ООН не является выдающейся организацией, когда дело доходит до отношений с Израилем. Она часто бывает невероятно предвзятой. Израиль ведет войну цивилизации против варваров, потому что Израиль отвечает на нападения, совершаемые без провокаций с нашей стороны. Южная Африка имела смелость обратиться с этим в Международный суд и обвинить нас в совершении геноцида против организации, которая на самом деле совершает геноцид. Самое ужасное, что многие обвинения ложны и беспочвенны, в которых нас обвиняли в Гааге. Они были выдвинуты сотрудниками агентства ООН по делам палестинских беженцев. За последние несколько недель мы обнаружили, что эти сотрудники ООН участвовали в нападении на нашу страну, говорит Нетаньягу. Пришло время международному сообществу и самой ООН понять, что миссия агентства ООН должна быть прекращена, добавил Биньямин Нетаньягу на встрече с делегацией послов при ООН. Напомню, что Ближневосточное агентство ООН, которое сотрудничало с Хамас, управляет школами, социальными объектами, медицинскими центрами, а также распределяет продовольственную помощь среди почти 6 миллионов палестинских беженцев в секторе Газа, на западном берегу, в Ливане, Сирии и Иордании. В то же время генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает восстановить финансирование, а также новые пожертвования для агентства ООН по делам палестинских беженцев. Гутерриш проинформировал послов, в том числе Европейского Союза, о своих действиях после обвинений в том, что 12 сотрудников ООН участвовали в нападении Хамаса 7 октября на юге Израиля. Гутерриш обвинения Израиля назвал ужасными и призвал к быстрому расследованию. Тем не менее, Гутерриш похвалил Норвегию, Испанию, а также другие страны, которые заявили, что не будут приостанавливать помощь агентству ООН по делам палестинских беженцев. Глава Моссада Давид Барнеа представил военному кабинету план потенциальной сделки по освобождению заложников, состоящий из 9 пунктов, согласно которому в несколько этапов могут быть освобождены все 136 заложников. На первом этапе сделки будет освобождено 35 заложников в обмен на 35-дневное перемирие, 1 день перемирия на каждого заложника. На первом этапе перемирия будут освобождены женщины, больные, раненые и пожилые люди. Затем перемирие может быть продлено еще на неделю, чтобы позволить провести переговоры о втором этапе освобождения, включая членов отрядов гражданской обороны и заложников мужчин, которых Хамас считает комбатантами.
В докладе Барнеа говорится, что число палестинских заключенных, которые находятся в израильских тюрьмах и которые будут освобождены в рамках сделки, еще не решено, поскольку Израиль готов отпустить большое количество преступников, которые не совершали тяжелые преступления. Напомню, что в то же время террористы Хамас требуют освободить террористов, которые сидят пожизненно в тюрьмах Израиля. Такой план потенциальной сделки по освобождению заложников военному кабинету представил глава Моссада Давид Барнеа. Пока же нет четких сигналов о том, будет ли сделка и пойдут ли террористы на условия Израиля. Главные новости Израиля. Далее к другим событиям. В ЦАЛе заявили, что днем 31 января они нанесли новую серию ударов по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Среди целей армии обороны Израиля были комплексы с несколькими зданиями, которые принадлежали группировке Хизбалла. По данным ЦАЛя, вчера из Ливана по территории Израиля было выпущено несколько снарядов. Никто не пострадал. Отвечая на вопрос о сообщении о том, что США рассматривает возможность признания палестинского государства, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что администрация Байдена не изменила свою политику по этому вопросу. Цитирую: «Мы совершенно ясно публично заявили, что поддерживаем создание независимого палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля. Это была политика Соединенных Штатов в течение некоторого времени. Это была политика нынешней администрации», — говорит Миллер. Далее же он опровергает сообщение, что признание палестинского государства уже давно входило в число вариантов, которые рассматривались сменившими друг друга администрациями в США. Цитирую: «Мы рассматриваем любое количество вариантов. Это часть обычного процесса планирования. Подавляющее большинство вариантов обычно никогда не реализуются», — сказал Мэтью Миллер. Все государства обязаны прекратить финансирование и содействие военным действиям Израиля в секторе Газа, после того, как Всемирный суд указал, что эти действия могут быть вполне вероятно геноцидными. Об этом сказала министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор. Напомню, что Международный суд на прошлой неделе обязал Израиль принять все меры, которые в его силах, чтобы не допустить совершения Израилем геноцида против палестинцев в секторе Газа в рамках иска, поданного Южной Африкой. Главные новости Израиля. В армии обороны Израиля признали, что подача воды в туннели Хамаса не сработала так, как они ожидали. Помимо того, что в некоторых местах были обнаружены неожиданные стены и преграды, которые замедляли или же останавливали поток воды, в других районах также было затруднено прохождение воды под высоким давлением. Напомню, что на некоторых участках туннелей Хамас есть гермодвери на случай затопления водой. Цааль и Шабак сообщает о том, как террористы Хамаса пытались использовать израильских граждан и общались с ними в соцсетях. В одном из документов, которые Цааль и Шабак обнаружили в офисе Хамас в секторе Газа, содержится информация о том, как жители Иерусалима получали задачи от террористов Хамас. Профили Хамас в Facebook вели как мужчины, так и женщины. Они размещали объявления о поиске курьеров в различных районах нашей страны. После начала контакта в Facebook переписка продолжалась через WhatsApp. В рамках операции израильским гражданам предлагалось выполнять разные задачи, в том числе доставлять грузы, получать деньги, покупать подарки и оставлять их в различных точках. Среди точек, где просили оставить подарки, были синагога, кладбище и даже частные квартиры по всему Израилю. Фактически Хамас организовали в Израиле сеть курьеров, которые работали по всей стране. Люди, соглашавшись на такую работу, даже не могли представить, кто на самом деле скрывается за милой фотографией девушки в Фейсбуке. В Чикаго, штат Иллинойс, городской совет принял резолюцию, призывающую к прекращению огня в секторе Газа. Это крупнейший муниципальный орган в США, принявший такую меру.
Совет разделился: 23 голоса «за» и 23 «против», в результате чего мэр-демократ Брэндон Джонсон отдал решающий голос в поддержку резолюции. Эта мера является полностью символической, но ее сторонники говорят, что она посылает сигнал администрации Байдена, которая отказалась от подобных призывов в пользу длительных гуманитарных пауз, во время которых могут быть освобождены израильские заложники. После того, как вчера полиция Стокгольма объявила, что обнаружила взрывное устройство возле посольства Израиля, посол Израиля в Швеции заявил, цитирую: «Сегодня мы подверглись попытке нападения на посольство Израиля в Стокгольме и его сотрудников. Мы благодарим шведские власти за их быстрый ответ», пишет посол в соцсети X, добавляя, что нас не запугает террор. Это была цитата. Главные новости Израиля. На видео, которое попало в сеть, видно, как палестинский гражданский человек выступает против Хамас, когда он обращается к израильским солдатам в секторе Газа. Мужчина критикует руководство террористической группировки за то, что оно бросило мирных жителей Газы. Цитирую: «Не уходите отсюда», – кричит солдатам житель Газы, идя по грязной дороге вместе с 3 другими мужчинами и пожилой женщиной, сидящей на тележке. «Люди ничего не понимают. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это Яхья Синвар и Исмаил Хания. Хания в ресторане в Турции, а Синвар под землей ест мясо. А мы здесь едим пули», – кричит мужчина. Напомню, что группировка Хамас правит сектором Газа с 2007 года, подавляя все формы инакомыслия и игнорируя многие гражданские вопросы в пользу своих террористических действий. Различные видео, распространенные после того, как Израиль начал войну против Хамас в октябре, показывают, как вооруженные боевики группировки конфискуют грузовики помощи. Напомню, что часть помощи члены Хамаса продают на черном рынке по сильно завышенным ценам. Все участники группы Би-2 депортированы из Таиланда в Израиль. Такое решение вчера принял Совет Безопасности Королевства Таиланд. Напомню, что ранее в Израиль выпустили только солиста группы Би-2 Леву, остальным членам группы в вылете в Израиль отказывали. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать нас очень просто. Поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на канал. Также напоминаю, что на нашу радиостанцию совершаются атаки недоброжелателей. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал. Новости на резервном YouTube-канале начнут выходить, если мы потеряем доступ к этому каналу, или же он будет заблокирован. Ссылка на резервный канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Подпишитесь просто сейчас. Вам спасибо, а мы продолжаем. Каждый день военные армии обороны Израиля сражаются за нашу страну в тяжелых условиях. Каждая секунда может стоить им жизни. Под огнем с воздуха и земли, в сложных условиях местности, иногда приходится спасать и своих. В ВВС Израиля есть специальные подразделения, отвечающие за вертолеты в случае необходимости эвакуации пострадавших солдат. Всего несколько минут, и уже вертолет спешит на помощь. Во время эвакуации солдаты получают медицинскую поддержку, пока они не будут доставлены в больницы Израиля. Уникальные кадры эвакуации сейчас на ваших экранах.
Главные новости Израиля. Разрешено к публикации. Майор запаса Ицхар Хоффман, 36 лет, пал в бою на севере сектора Газа. Также разрешены к публикации имена еще 3 солдат Цаля, которые пали в бою на севере сектора Газа. Сейчас их фотографии вы видите на своих экранах. Стало известно, что уже нет в живых Ирана Гуэли. Он пропал еще 7 октября во время нападения Хамаса на Израиль. Только вчера появилось сообщение, что его тело было похищено и удерживается террористами в секторе Газа. Все они сражались за страну и пали в бою. Светлая память. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.